Уолт Дисней поистине величайший человек в истории. Вдохновение от его картин до сих пор тлеет в сердцах детей, многие из которых на данный момент уже вышли на пенсию. Уникальный неповторимый стиль, передовые технологии, всемирно известные актеры озвучки и аниматоры. Лишь короткое описание этого невероятного феномена. Уолт Дисней – это огромный мир, полный воображения и талантов. Его творения переросли в огромную корпорацию, которая существует по сей день. Однако в жизни студии были и трудные времена. Именно об этих временах сегодня и пойдет речь, а точнее о тех, кто спас студию Уолта Диснея от разорения. Кто бы мог подумать, что главным помощником студии станут лисы. В 1966 году Уолт Дисней покинул этот мир, а бразды правления перешли в руки его старшего брата. 60-е годы в целом были знамениты большими потрясениями во всем мире. Эпоха застоя в СССР, Карибский кризис, испытания ядерных бомб, перевороты и революции. Экономика трещала по швам. Нелегкие времена были и в США. Вьетнам окончательно доконал граждан Америки, из-за чего стремительно росло антивоенное движение. Конкуренция между развитыми и развивающимися странами США росла и очень токсично отразилась на экономике последней. Все эти факторы заставили многих производителей и работодателей сокращать расходы и урезать штат сотрудников. Студия Disney получила неплохие доходы от мультфильмов «101 Далматинец» и «Книга джунглей», однако другие картины, которые должны были стать новыми блокбастерами, не оправдали ожиданий. Режиссеры, сценаристы и художники в панике искали идеи, но никаких ответов не находили. Никто не знал, что делать дальше. И вот однажды, в 1973 году, когда надежды на светлое будущее практически испарились, в свет вышла картина «Робин Гуд». История про хитрого лиса-разбойника и прекрасную леди Мэриан рождалась в муках. Бюджет картины сократили с ожидаемых 7,5 миллионов до $1,5 миллиона, а художникам и аниматорам пришлось заимствовать сцены из предыдущих картин, таких как «Белоснежка и 7 гномов», «Золушка», «Алиса в стране чудес», «Книга джунглей» и «Коты-аристократы». Едва появившись на экране, милая парочка моментально покорила сердца зрителей. Даже несмотря на кризисное время, лисы собрали в прокате более $32 миллионов, что окупило затраты на картину более чем в 21 раз. История, задуманная еще до смерти Уолта Диснея и одобренная им лично, снова вернула надежду в светлое будущее и доказала, что лисы – настоящие спасатели студии. В то же время студия Disney попробовала себя и в кинематографе и отметилась несколькими неудачными фильмами, например, «Черная дыра» 1979, «Лесной наблюдатель» 1980. Обе провалились в прокате и вернули студию в бедственное положение. Но, как известно, самые темные времена рождают самых светлых героев, коими и стал дуэт в фильме «Лис и пес». И пускай эта картина имела более сдержанный успех в прокате, сборы всего лишь в 5 раз окупили затраты на ее производство, но и в то же время доказали, что лисята – надежный друг студии и еще не раз придут ей на помощь. Храбрый и озорной лисенок Тод и его прекрасная половинка, лисичка Викси, подарили миру еще одну незабываемую историю про отвагу, дружбу, а также напомнили, что за любым предательством может стоять лишь слепая ярость и ничего более. Отмечу также, что эту картину кто-то мог знать как «Лис и охотничий пес», а дословно она переводится как «Лис и гончая». Кстати, среди аниматоров этой картины был никому неизвестный на тот момент Тим Бёртон. Как он впоследствии признавался, рисовать лисят ему удавалось большим трудом, хотя после просмотра картины даже и намека на это не видно. Но эту историю оставим, пожалуй, за кадром. Дальнейшие эксперименты корпорации трудно назвать выдающимися. Период после успешной картины «Лис и пес» омрачила череда нескольких неудач в виде картин «Черный котел» и «Великий мышиный сыщик». Студии срочно нужно было выгодное и чрезвычайно успешное вложение, которое отобьет затраты на корпорацию и принесет крупную прибыль максимально просто. И такой подход был найден. Наступила эпоха, которую впоследствии назовут диснеевским ренессансом. «Русалочка», «Красавица-чудовище», «Аладдин», а также знаменитый «Король лев», основанные на народных сказках, стали надежной опорой студии. Знаменитые истории, известные с давних времен, подарили корпорации Disney легкую славу и открыли новые рынки с иностранным зрителем. Казна наполнилась и позволила студии взяться за новые эксперименты. В начале 2000-х конкуренция между анимационными студиями непрерывно росла, а дела корпораций падали стремительными темпами. Международные показы едва отбивали затраты на производство. Исключением можно считать картину «Холодное сердце», которая при затратах $150 миллионов
впервые принесла Disney $1 миллиард в мировом прокате. Студии нужен был свежий взгляд, новые герои и оригинальная идея, которая объединит всех зрителей от мала до велика. И даже в этот раз хитрый лис вновь пришел на помощь. Наверное, вы уже догадались, о ком идет речь. Им стал Ник Уайлд в картине «Зверополис». Даже не хочу рассказывать про эту оскароносную картину, потому что если вы ее до сих пор не смотрели, нам не о чем с вами разговаривать. Немедленно обновите свой список фильмов на выходные. Нет, ну серьезно. Картина собрала в мировом прокате более $1 миллиарда и покрыла бюджет 150 миллионов более чем в 6 раз. В России «Зверополис» стал самым кассовым мультфильмом после картины «Король Лев» со сборами в 2 миллиарда рублей. Создатели как-то признавались, что вдохновлялись картиной «Робин Гуд», а также «Книга джунглей», а персонажа Ника Уайлда анимировал наш соотечественник Марат Давлетшин. Возможно, поэтому «Хитрого лиса» так и полюбили зрители, но кто знает. Таким образом, мечта Уолта Диснея о сказочном мире снова стала реальностью. Лисы, которые спасли студию Disney, стали ангелами-хранителями и символами успеха. И главный урок для всех был прост: великие истории могут возродиться, если добавить в них чуточку волшебства, духа приключений и позвать на помощь старых добрых друзей, которые всегда придут на помощь. Впрочем, можно выделить из этой истории ее обратную сторону. Если среди персонажей нового мультфильма студии Disney есть лисы, значит дела студии идут не лучшим образом. И таким образом продолжалась сказочная история волшебной студии, спасенной благодаря удивительным и непредсказуемым лисам. Кстати, в 2023 году студия Disney анонсировала сиквел «Зверополиса», так что будет что посмотреть. Спасибо вам, лисята, что досмотрели ролик до конца. Будьте умничками, смотрите только хорошие картины и берегите себя. До новых встреч и пока.